Приветствуем вас на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы. Я сейчас готовлю такую почвогрунт специальный для наших растений, которые будут жить летом в грунте, именно грунт для емкостей. То есть это может быть бочка, это может быть вазон какой-то, какое-то ведро. И мы высаживаем, сейчас очень модно, цветы высаживают. И сейчас очень многие мне пишут, что делать. 2 дня нельзя поливать, высокая температура, засыхают, корни погибают растения. Итак, давайте рассмотрим, что нужно делать для того, чтобы растение не погибало. Надо думать в первую очередь о жизни растения, не свое эго в первую очередь, которое вот у меня красиво. А что чувствует себя растение, когда мы их поднимаем на высоту и делаем красивые такие свои украшения своего дома, об этом мы пока не думаем. Надо думать и об этом. Итак, первое, что мы делаем, мы приготовили почву. Она должна быть такой, что она воздушная, не сбивается. И здесь у меня кокосовый субстрат. Можете взять, использовать торф, но он должен быть не кислый. Торф должен быть нейтральный. Вот. И дерновая земля, для того, чтобы можно было брать корням питательные вещества. Ну, а здесь сейчас вот главный секрет, который можно использовать. Я несколько лет назад использовала. И сейчас вам покажу, что я буду делать. У меня есть вот такой горшок. И я хочу посадить сюда хризантему. Есть отверстие обязательно. Это обязательное условие. И сейчас я сюда принесу вот такую штуку. Смотрите, как вы думаете, что это? Это памперс. Я купила в аптеке самый большой памперс. Вот. Разбираю его. Если просто землю, даже вот с добавками, просто-напросто, вот я специально для бочки купила себе, но здесь много. Конечно, можно меньше. Размер выбираете по своему емкости, по горшку, который у вас есть. И мне, допустим, надо посадить вот это растение. Сегодня время как раз такое, что не садится, но это растение, я думаю, не будет против, если оно поможет показать всем принцип. Итак, чем больше емкость на лето, тем лучше. Это обязательное условие. Маленькие емкости засыхают и погибают растения. Беру вот этот грунт, который мы подготовили, и спокойненько помещаю сюда, в эту емкость. И получается у меня, видите что, какая классная вещь. У меня получается вот такой. Можно это чуть-чуть будет опустить. Кстати, белое отражает свет солнца. Можно и так. Теперь получается памперс. Это здесь специальное такое волокно, которое втягивает в себя воду. Вот. А корни имеют особенность проникать через это волокно. Был у меня такой пример. Смотрите, снова же растение с корнями, как обычно, высаживаю, засыпаю земелькой. Вот. И полностью засыпаю до верха. Прижимаю. Естественно, оставляю место для того, чтобы поливать. Что происходит дальше? А дальше очень красивая ситуация. Если вот так вот, для лета это идеально. Да, кстати, сразу же хочу попросить вас, заботьтесь о своих растениях в жару. Заносите в тень, переставляйте в тень. Не оставляйте на солнцепёке. Вот здесь будет такая температура, если у вас воздух будет прогреваться 50-60 сантиметров. Представляете, сколько здесь будет, какая температура, корни будут вариться. Никакая вода не поможет, никакой полив не поможет. Поэтому переставляйте в тенек, большой горшок должен быть. И затем нужно обязательно использовать вот эти материалы, которые называются памперсы. Они здорово помогают, мне помогали. И, естественно, далее уже поливаете, и вот нужно, допустим, полить, здесь достаточно 2 раза в неделю, в хорошие периоды полить, и даже удобрения. Попадая сюда, растение находит в себе, оно обязательно пробивает корнями, заходит вот эту часть и берет себе ровно столько, сколько ему надо. И не засыхает так быстро вот здесь вот эта почва, потому что здесь
растение уже закрыто и защищено. И, кстати, и от температуры, потому что тоже эта прослойка, волокно, оно тоже помогает удержать определенную температуру корню. Но все равно в жару нужно забирать из солнцепека. Вот смотрите, в чем отличие. У меня вот клубника, я на зиму не ставлю вот эти памперсы, потому что мне наоборот нужно прогревать землю, зима, весна, очень удобно прогревать. А, кстати, цвет тоже очень важную роль играет в летний период. Лучше белый цвет, он отражает свет. Тоже этот вариант нужно учесть. Ну, у меня просто свободных белых нету сейчас, вот этих вазонов, есть только вот такие коричневые. Поэтому белый цвет, чем больше емкость, далее почва, грунт должен быть влагоемкий и такой пористый, с питательными веществами. И вот это чудо, которые собирают вот эту всю водичку, удобрения, это памперсы, обыкновенные памперсы, которые продаются в любой аптеке. Меряете размер вашего горшка и используйте вот таким образом. Я их специально купила для того, чтобы выращивать кабачки в бочках. По краям все сложу, потому что сильно засыхает, земля трескается, и между бочкой и вот так вот землей, вот этим комом, получается, что вода уходит и не проникает к корням. Поэтому вот этот вариант очень хороший будет для кабачков. Ну и для всех растений, которые выращиваете. То ли в бочках, то ли в вазонах, или кашпо. Для кашпо меньше, конечно, надо. Все это можно выращивать, все это можно делать и спасать наши растения от той жары, которая нас ожидает в июле, в августе месяце. Раиса Греченко, Александр Волик поделились своим опытом выращивания в кашпо, в различных вазонах, различных растений. И сейчас мы желаем вам удачи, у вас есть время подготовиться. Всего самого доброго, до новых встреч в новых видео. Пока-пока.